Всем привет! На этом канале сегодня видео опять о мотокосе. Задавали вопрос, почему мотокоса сильно-сильно нагревает. Я чуть-чуть покосил, и она нагрелась как дурная. Ну, во-первых, надо учитывать, при какой температуре косите. Одно дело косить при 20 градусах, другое дело при 40 градусах жары. Ну, это уже, конечно, чересчур. Ну, допустим, при 30 градусах жары она, конечно, перегреется раньше. Какие признаки перегретой косы? Она начинает глохнуть. То есть косите, все нормально, отпускаете газ, она глохнет. И после этого ее очень тяжело завести. Пока не остынет, заводиться не хочет. Это если она перегрета. Значит, надо тогда немножко отдохнуть, и чтобы коса тоже отдохнула. И второй признак — это свеча. Перегретая свеча будет белого-белого цвета, как молоко. Беленькая-беленькая. Сейчас свеча такая вроде как кирпичная и сухая. Это хороший признак. Потому что плохо, когда свеча мокрая, черная или белая. Так вот, когда перегрет мотор, то свеча белая. Ну, а теперь разберемся, почему же он перегревается. Первое, сразу на что смотрим. Вспоминаем, что это у нас двигатель воздушного охлаждения. И смотрим, не засорены ли у нас ребра цилиндра. Потому что ребра служат как радиатор для того, чтобы двигатель охлаждался. Ребра алюминиевые, чтобы хорошо тепло отводили. И эти ребра обдуваются у нас вентилятором. А вентилятор стоит здесь. Он же маховик. Он крутится, дует ветер. Сам корпус — это воздуховод. Направляет воздушные потоки на те ребра цилиндров. И таким образом охлаждается двигатель. Если, значит, ребра забиты, значит, что? Надо их почистить. Из-за этого может перегреваться, конечно. Там у меня внизу всякая бяка скопилась. Тоже надо почистить. Потому что там уже пыли насобиралась. Грязно все. И это есть нехорошо. Тут у меня тоже проблема. Надо бы почистить этот уже двигатель. Помыть наконец-то. Но это самое простое, что можно было придумать. Второе, почему двигатель перегревается, это сильно раннее зажигание. Так как в этих моторах зажигание электронное и автоматическое, то если ваш двигатель перегревается с нуля, принесли с магазина, включили, а он перегревается, то, скорее всего, надо или сдвинуть блок зажигания, или заменить его, потому что может быть неисправен блок зажигания, давать сильно раннюю искру. В этом случае двигатель будет работать громко, жестко и очень сильно, очень сильно перегреваться. Но если у вас двигатель до этого нормально работал, а потом ни с того ни с сего начал перегреваться, то, скорее всего, зажигание не виновато. Но проверить все-таки стоит. А вот если у вас двигатель начал перегреваться после того, как вы порегулировали карбюратор, то, скорее всего, и чаще всего он в косах перегревается именно по этой причине. Потому что у вас слишком бедная топливная смесь. Топливная смесь в этих двигателях, ну, в общем-то, как и в других, но в двухтактных особенно, это не просто так. Топливная смесь на самом деле, попадая из карбюратора внутрь мотора, а она попадает и под коленвал, и на коленвал, и в цилиндр, и на поршень. Это же двухтактный двигатель. Так вот, топливная смесь, попадая на все эти детальки, начинает испарять бензин. Бензин испаряется, масло на детальках остается. Масло смазывает детальки. Ну, такая система смазки. Но самое главное, что испаряется бензин. А когда бензин испаряется, то он уносит с собой тепло. То есть, таким способом бензин, то есть топливная смесь, охлаждает двигатель изнутри. И если смесь бедненькая, значит, того бензина меньше поступает в двигатель, значит, и тепла он забирает меньше, и двигатель перегревается. И это чаще всего такая поломка и есть. Значит, что надо сделать, если бедная смесь? Надо систему обогатить. Как обогащать? Правильно, боковым винтиком. Берете и чуть-чуть откручиваете вот этот вот винтик. Обогащаете смесь. Обогащаете так, чтобы и свеча была более-менее сухая, и двигатель не дымил, и при этом не грелся. Ну, то есть этот винтик можно откручивать до того момента, пока не начнет дыметь двигатель. Как видите, что двигатель начал дыметь, значит, смесь уже слишком богатая, немножко прикрутили его назад. Так вот, из-за этого винтика может коса и перегреваться, потому что бедная смесь. И еще есть одна проблема, из-за которой может перегреваться мотокоса. Это забитый воздушный фильтр, который плохо пропускает воздух. В этом случае у нас смесь, конечно, получается богатая. Вроде как бензина должно испаряться больше, но дело в том, что и воздуха в цилиндр поступает меньше. Коса теряет мощность, а вы же хотите косить, вы начинаете давить в тапок, ну то есть на гашетку газа, чтобы больше получить мощность.
В результате коса работает на перегрузе, потому что мощность она развить толком не может, из-за того, что воздушный фильтр забитый. Она перегружается, то есть работает с надрывом. И в результате имеем перегрев двигателя. Поэтому воздушный фильтр надо проверять время от времени. Неважно там сколько вы покосили. Как видите, что коса что-то начала там выделываться, сразу берете и проверяете воздушный фильтрик. Там масло. И вот это масло из фильтрика этого, из поролонки, надо выдавить. Либо иметь поролонку на запас. Запасную, то есть. Вон сколько масла на руках из этого фильтрика выдавилось. Эта поролонка на самом деле в себя собирает масло очень много. Ну, двухтактный двигатель, что вы хотите, он плюется маслом в карбюратор. Это их проблема. Они что на этих моторах, что на скутерах. Но на скутерах там есть лепестковый клапан, который не дает этого делать. А вот как только этот лепестковый клапан на скутерах начинает плохо закрываться, так там такая же проблема, как вот на мотокроссах. Сразу двигатель начинает плеваться бензином из карбюратора и не едет тот скутер. Точно так и на мотокосе. Как только начал плеваться маслом и заплевал поролонку, тут же пропадает тяга и все, соответственно, вытекающие отсюда последствия, которые могут случиться. Такие вот дела. Такие вот причины этого неподобства, когда греется коса очень быстро. Но, скорее всего, и чаще всего, это либо неисправность с зажиганием, то есть с блоком зажигания, слишком ранняя искра, либо бедная смесь. В основном всегда эти две причины. Потому что за всем остальным обычно пользователи, то есть хозяева, более-менее следят. И как только мотокоса начала выделываться, обычно и ребра чистят, и поролонку на воздушном фильтре чистят. И только после того, как уже совсем ничего не получилось, только тогда обращаются в сервис. Ну а сегодня было такое видео. Кому понравилось, лайк, кому не понравилось, все равно лайк, потому что я очень жаден. И пишем в ваших комментариях, кто чего думает по этому поводу. Может, кто еще какие причины знает. Подсклоночку вниз. Аж до полного не должно быть дыма. На холостых дыма нету. Коса работает без дыма, немножко открутим винтик дебета. Начало немножко дыметь. Закрутим назад на четверть оборота.